пока на закатике отдыхаю. Вчера такая история интересная была по поводу современной ментальности людей, молодых, старых людей, неважно. Шел я как-то, точнее вчера шел вот именно с этого же места по дорожке, это Марина-Бич. Единственное место, где можно тихо посидеть в Ничанге, в шаговой доступности как минимум. Очень прикольно здесь. Вот, и к чему я? Шел я по дороге, темно уже, там небольшая такая трасса, там просто тупо забор и ничего нету, кроме дороги. И... Так, еду принесли. Thank you. Что я наблюдаю? Стоит маленькая девочка, не знаю, лет, может 6, с рюкзаком. И по ощущениям, как будто бы она то ли на тот автобус села, то ли она просто где-то не там вышла и просто испугалась, потерялась, вот, и стоит одна. Больше никого нету, вот просто дорога-то, фигачит машины, и вот одна девочка стоит. Она плачет, ревет, то есть прям максимально в истерике. У меня еще телефон сел, короче, я не перевести ничего не могу, ничего не сказать не могу. Вот, что я делаю? Я бегу чуть-чуть назад, потому что там был тату-шоп и какая-то забегаловка, где еду продают. Думаю, наверное, к ним забегу сейчас, и они что-нибудь придумают, что-нибудь помогут, хотя бы, ребенка там помещение завести, или как-то там поговорить, что-то узнать, чем помочь, может быть. Забегаю сначала в тату-шоп, и, короче, долблюсь в дверку. Там сидит чувак, он играет то ли в Warcraft, то ли в линейку, не знаю, я давно не играл ни в какие такие игры. Сидит, просто гамает, короче, чувак, и у него еще свой ребенок есть. Вот, я его подзываю, такой говорю, там вот маленькая девочка, он еще чуть-чуть по-английски говорит, нужно помочь. Она одна стоит, плачет, ничего не сказать не может, не показать. Вот, чувак сначала, короче, упорно долбился в глаза и пытался не замечать того, на что я показываю. Вот, потом через какое-то время он такой, да, закрывает дверь, короче, за собой, только показывает, типа, ой, у меня вот, типа, ребенок есть, и все, и сел дальше в комп играть. Я такой думаю, чего, блядь? Тут 10 метров, чувак, выйди, просто пообщайся. Вот, прикол. Я что делаю? Такой, думаю, чувачок. Бегу в следующее заведение, там уже девушка сидит, тоже молодая. Примерно, не знаю, может, до 30 лет. Говорит, вот там девочка, надо помочь, она стоит в истерике, пиздец. И что, там она дает мне переводчик, я ей там сказал, типа, вон там нужно посмотреть. Короче, эта девушка тоже стоит, упорно долбится в глаза, пытается не замечать, на что я ей показываю. Вот, и по итогу она просто, короче, загасилась. Просто загасилась, и все. Вот эти вот двое ребят просто загасились, и все, короче. Вот, я такое очень часто замечаю, вот, по крайней мере, в последнее время во Вьетнаме, то, что никто не хочет никакой проблемы решать, все хотят просто загаситься, чтобы это мимо них прошло. По итогу этой истории мы постояли, остановился мужичок, и бабуля подошла, вот, они начали с ней там какой-то conversation, диалект производить, придумывать, что сделать, что там, как обсудить, куда ее повезти нужно, что с ней сделать. Но они были, постарше намного, то есть там, может, где-то 40-50 лет. Такой, все в порядке, как бы ништяк, все, типа, девочка не потерялась, грубо говоря. Потому что всякая херня происходит, как бы город большой, людей много, всякие шизоиды бывают. Вот, и к чему я это? То, что, не знаю, может быть, я старею, у меня вон все лицо в прыщах, о чем говорить. То ли я просто не очень понимаю людей, которые, в принципе, не идут ни на какой контакт, чтобы хоть чем-то там помочь. Ладно, это там какой-нибудь бухой чувак был бы. Или ладно, там, не знаю, просто какой-то взрослый человек потерялся, да. У взрослого человека есть род, там есть какие-то возможности коммуникации, он может до кого-нибудь достучаться. А когда маленький ребенок в истерике, ничего не может сказать нормально толком и как-то в неадекватном состоянии находится. Я, по крайней мере, ничего с этим не могу сделать. Вот. Благо, нашлись вот эти вот мужичок этот с бабулей, которые помогли. Вот. Но, тем не менее, это очень стрёмно и очень какая-то, неприятная история на самом деле, потому что вот эти вот двое ребят, которые были в 10 метрах от нее буквально, они даже не соизволили просто ее, к себе притащить на время, чтобы она там успокоилась,
там поговорила с кем-то или еще что-то с этим сделали. Вот, это очень странно. Не знаю, напишите в комментах, что вы вообще об этом думаете. Может, у вас какие-то такие же истории были? Потому что я, например, не очень понимаю. Ну, если там взрослый человек что-то там обронил, потерял, ну, ты можешь помочь, ты можешь забить хуй, и там, неважно. Человек взрослый, он справится самостоятельно. Но дело, когда доходит до детей, то как бы, блин, почему не помочь-то? Это же, ну, будущий человечек такой же, как вы, там, вырастет, кем-то станет, какой-то единичкой гражданского общества, вся вот эта фигня. Короче, что я хотел сказать. Не будьте настолько пи***стами, если вы видите, если вы можете чем-то помочь. Если вы понимаете, что ситуация как бы, ну, такая себе, ничего страшного, то окей. Но эта ситуация не просто хуйня какая-то. И в последнее время такое повсеместно встречаю такую штуку, что все просто гасятся, и все пытаются уйти куда-то в сторону. О, мне вот, кстати, речку принесли. Вот я сейчас покушаю. Вот, ну, короче, я буду кушать, а вы думаете, напишите в комментарии, что вы об этом думаете вообще. И, ну, может быть, я, типа, шизоид, просто мне заняться нечем. Или это правильно, не забивать на это. Либо я старею. Я не знаю. Типа, старею и начинаю больше на детей обращать внимание, потому что, как бы, ну, нужно с ними что-то делать тоже, да? Как-то, блин, взращивать нормальное что-то из них. А не просто забивать, потом жаловаться на то, что у вас выросло хер пойми что, да? Ладно, короче, пенсионерские вот эти всякие разговорчики останавливаем. Продолжаем наше турне татуировочное. Я пойду есть. Всем привет. Что у нас по новостям? Короче, мы не успели отмерить дверь, чтобы сделать входную зону. Вот, но мы повесили флеши на дверь. Там, в принципе, видео сами могли посмотреть. Почему не успели? Потому что через пару дней начинается гестинг. Вот, на 3 недели я поеду в Хошик сначала недельку, потом в Ханой. Вот, потом у меня небольшой такой перевалочный пункт в Куала-Лумпуре на несколько дней. И после этого мы поедем уже... Блин, почему я должен вспоминать слова? Короче, первая неделя будет в Хошимине, вторая неделя будет в Ханое, третья неделя я уже полечу в Малайзию, в Куала-Лумпур, сделаю пару проектиков или 3 проектика, может быть 4 проектика, не знаю, может все 4 дня будут. И это будет перевалочным пунктом, потому что мы поедем в Малакку с Куала-Лумпура. Это второй по величине город, вроде как я понял. Он возле воды большой находится. Там будет татуировочная конвенция в Малаке. И я буду суппортить Диму и Кристину. Они там будут выставлять что-то. Я не знаю, возможно, они будут прямо на гесте продавать карточки, пораздают стикеры. Может быть, в самой Малаке себе найду еще клиентиков. Всякое может быть. И уже после этого я буду возвращаться и будем уже делать входную зону, потому что я попросил Линя, померить дверь или заказать, чтобы померили дверь. По итогу, короче, я уже говорю, давай возьмем рулетку, сами померим. Это вот так вот все затихло. Ну и, в принципе, мы что-то подустали за последнее время. Тут уже зима начинается в Ничанге, вот можно понаблюдать, уже свежий воздух идет во все. После приезда уже в конце октября будем заниматься входной зоной. Мы уже сняли другое жилье, вот можете посмотреть. Вот такой вот видок. Вот такой вот видок здесь. Сегодня солнышка нет, конечно, не очень, но, в принципе, когда солнышко, здесь очень кайфово, здесь очень тихо. Вот балкон такой гигантский.
Вот внутри не буду показывать вам ничего. Вот там кусочек стола стоит, где я снимаю, записываю видосики, которые с этим, с искусственной кожи, там, артворк. Вместо с Егором начали доделывать мне руку, вот она. Вот. Егор хотел, чтобы я перед отъездом еще у него покололся, позакрашивался, но я такой подумал, что я пока что очень сильно подразбитый, и мне бы перед гестом отдохнуть бы неплохо было бы несколько дней. Потому что я уже чувствую, что это такое на грани заболевания такое, знаете, когда подстыл чуть-чуть, и вот ты чувствуешь, что еще чуть-чуть, и все, короче, и ты будешь лежать. А нам лежать не надо. Мне надо 3 недели сейчас колбаситься там очень жестко, там такой прям каждый день будут всякие штуки. Возможно, я, кстати, поснимаю что-нибудь, если у меня будет время, и если у меня будет силы на это. Вот. Ну, в принципе, вот такие вот новости, что поделать. Увидимся далее. Еще я заказал химию в студию, потому что нам нужно чистить держаки для татуировки. Вот. И, как сказать, очень частая проблема, особенно во Вьетнаме или особенно в небольших студиях, что люди вообще не догоняют, что нужно какой-то химическим раствором очищать от белковых соединений свои инструменты. И я такое очень часто замечал в Европе. В Европе просто капец, там прям, как ты как с улицы зашел в студию, в башмаках, грязный, в говне, вот так вот на кушетку лег, и вот так вот тебе там татуируют. То есть там чем-то антисептическим помазать, нет, это не про это дела. Чем-то там порастворять держаки, там чем-то почистить, это тоже не про это все. Вот, очень редко, где, например, в Европе можно найти прям ребят, которые понимают, что они делают. И это будет ценник уже такой оверпрайс, да, в плане конечной татуировки. Вот, и во Вьетнаме, в принципе, такая же проблема. Мало кто понимает, что такое стерилизатор, мало кто понимает, что такое химия какая-то, да, для инструментов. Вот. Очень мало студий, например, вот в Ханое я знаю одну студию, они прям стерилизаторами, ну, стерилизуют прям. У них есть сухожар, у них есть крафт-пакеты, они вот прям как в хирургической все делают. Вот эта вот студия. Отличная студия, ребята, заходите, татуируйтесь, там прям супер шик, супер хай-класс. Вот. Ну и что, химию нужно купить, я ее закупил. Там ребята мне посоветовали в чате. Вот, кстати, чат, он будет в ссылочке в описании. Если вы прилетаете во Вьетнам, вы татуировщик, залетайте в этот чат, там вам все расскажут, все покажут. Отличный чат. Ребята помогут, любой вопрос. Ну, если, конечно, он не тупой. Как вы понимаете, на тупые вопросы не хочется тратить энергию, чтобы отвечать. Вот. А на нормальные вопросы там вам расскажут, покажут, скажут, у кого спросить, где посмотреть. Вот. И там ребята из студии, из Dragon Ink в Дананге, которая находится. Отличная студия вообще. Вот так она называется. Ссылочка тоже в описании, наверное, будет. Не знаю, посмотрим. Отличная студия, такой американский стандарт татуировки. Я не знаю точно, американский или австралийский, но выглядит очень хорошо. Там тоже есть русские ребята. Вот. И они тоже очень хорошо знают, что такое дезинфекция, стерилизация, все вот эти вещи, безопасно, просто круто. Я там еще пирсинг себе делал на ухе. Ну, как это, пирсинг уха, просто проколол. Вот, но там просто шик было тоже. Вот, хочется что-то хотя бы на уровне дезинфекции, стерилизации в этой студии тоже примерно вот такого уровня сделать, потому что чисто вьетнамский стиль, это, ну, блин, ну, ребят, у меня других слов нету, это просто... Вот, как вы думаете, вы бы хотели пойти куда-нибудь к врачу, который вот посмотрел сейчас только что какого-то пациента каким-то там, не знаю, какой-то ручкой или какой-то штукой потыкал, вот так вот положил, там плюнул на нее салфеткой, протер, и потом вот вы заходите, и вас этой же штучкой вот тыкают. Вы бы такое хотели? Я не думаю, что вы такой эксперименты хотели бы проводить, потому что, ну, мы все понимаем, что это все-таки для безопасности себя, в первую очередь, безопасности татуировщика, а во вторую очередь уже для безопасности клиента. Но о клиенте тоже нужно думать, и переносить с одного клиента на другое, это тоже не прикольно. Поэтому от белка нужно защищать. Во-первых, нужно оборачивать все инструменты, да, которые будут соприкасаться с кровью, с сукровицей, с вот этой вот всей фигней, с грязью. Вот. И что еще делать? Дополнительно чистить его и дополнительно обрабатывать химией. Если у вас нету стерилизатора, то вам нужна очень жесткая химия, чтобы убрать все белки.
Еще желательно ёршиком там хорошо поработать, вот эти все штуки. Если вы работаете одним держаком, купите второй держак, пожалуйста, а лучше 3 держака. Если у вас, например, 3 человека в день, то чтобы вот этой вот фигней не заниматься между сессиями перед каждым клиентом, то один держак закинули в химозу, все, работаете вторым. Второй держак закинули в химозу, поработали, все, в конце работы пошуршали, помыли, все запаковали и на следующий день готово. У нас ветер уже начинается, поэтому я пойду обратно. Нужно будет отдохнуть, мы, скорее всего, поедем в центр. Там мы пойдем, наверное, посмотрим какой-то кинчик, потому что мы в кинотеатре не были уже, я не знаю, полгода, наверное. Во Вьетнаме очень дешевые кинотеатры, там в районе 50-70 донгов за человека. Можно получить любую новинку, какую хочешь. Сегодня, кстати, вот Джокер 2 вышел, да? Мы, наверное, на него попробуем сходить, но вроде в 7 часов, поздно. Ну, короче, два выбора. Там есть Трансформеры, мультик, блин, и Джокер. Прямое включение опять. Мы возле нашей любимой принтерной, где мне закосячили наклейки. Но суть в том, что все, что не сложнее визитки, они могут напечатать идеально и в срок. Поэтому я напечатал вот таких открыток огромную кучу на малазийскую вот эту конвенцию, чтобы пораздавать или попродавать что-нибудь. Будет отлично и то поделать. Я собираюсь на гест. Сегодня как раз вот первый день, поеду на автобусике до Хошимина, вот мои штанишки сушатся, цветы в вазе стоят, став, татуировочный став, видеосъемочный став, где-то еще светильник должен быть, открыточки, которые я должен буду довести до Малайзии, а может быть они разойдутся где-нибудь по пути. Так, тут у нас индивидуальные упаковочки с секретиками. Вам я не буду рассказывать, что в них, потому что придете на сеанс, вот получите такой конвертик. Вот, и сейчас буду шмотки собирать вот сюда. У нас тут готовые футболочки лежат. Футболочки, штаны, трусы надо будет. Я, заказал новые трусы, они не пришли, придется идти в старых трусах, что поделать. Вот, в принципе, на этом все. Чувствую себя немножко уставшим за последнюю неделю, но впереди 3 недели активного татуирования и съемки и все остальное, поэтому будем стараться, будем держаться. Ну вот мы почти собрали весь наш рюкзак. Еще пленочка прошлых годов с Таиланда и с Вьетнама. Даже не знаю, что там вообще на этих фотках. Тигриный бальзам. После 30 лет офигенная штука. Всем советую. Так, паспорт наш. И языков. Đừng cho tình thầm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa son vàng son nhất. Вот такой у нас автобусик. Так. Đêm đêm nơi miền tuyên. Вот так вот удобненько. Вот такой видок. И будем ехать всю ночь. Почему я еду на автобусе, а не лечу на самолете? Потому что на самолете мы теряем время в аэропорту и поездки в аэропорт. А на автобусе мы просто закрываем глазки, едем, открываем глазки, и мы уже на месте. Телепортировались. Буквально вот так.
времени. Время 4 утра. Почему 4 утра? Да хрен его знает, автобус должен был приехать в 6. Делать нечего. Поэтому что мы будем делать? Мы сейчас в Центральном парке. Все, кто приезжал когда-нибудь в Хошимин, на автобусе знают, где этот парк. Вот он, пожалуйста. 4 утра все бродят, ходят, всякой фигней занимаются. Что мы будем делать? Мы сейчас пойдем пойдем разомнемся немножко. И я закину шмотки в студию, пойду. Потому что мне нужно будет подождать до отеля, так как, 6 утра никто тебя не пустит в отель. Шикарно. Хоть автобусы утром рано едут. Человечек спит. Вот сейчас поспит, откроет заведение и будет работать дальше. Те уже зарядку делают. Мы уже тоже сделали зарядочку. Сейчас пойдем покушаем. Надеюсь, что-то будет открыто, кроме фубошной. Потому что фубошная уже поднадоела. Я обычно кушаю что-то типа бане, буньбо и бунча, моя самая любимая. Вообще офигенная штука, короче. Если вы будете во Вьетнаме, вы попробуйте бунчу, вы опупеете. Очень вкусная еда. Самый крупный экспортер кофе — это Вьетнам. И у них кофейни абсолютно везде, они работают по 24 часа. Если вам нужно шлифануть кофе, то вы этого без проблем найдете. А вот, например, с едой уже посложнее будет. Кофе вы можете на каждые 25 метров найти кофейню. Их тут дохренище, и они работают часто очень допоздна. А может быть и круглосуточно работают. Вот. А чтобы пожрать, это уже другой вопрос. Тут как бы привилегия все-таки отдается энергетикам. Кофе, сигареты здесь вообще прям залетают как надо. Нервничаешь и дергаешься. Ну и в туалет ходишь почаще. Какой-то интересный магазинчик. Рис со старой пропагандой. Всякие постеры висят. Зайти, не зайти. Ну тут что-то про войну, видимо, все время. Ну, про сишки, кстати. В какое время не проснусь, я все равно хочу жрать. В последнее время очень сильно хочу жрать. Видимо, потому что стал более, не знаю, зарядку делать, там всякие вот эти штуки. Я просыпаюсь супер голодный, хочу жрать просто жесть. Но перед этим я всегда делаю зарядку, чтобы хотеть жрать еще больше, наверное. Ну, у нас Google, он закрытый. Вот, наверное, работник приехал, но, наверное, не работник. Короче, мы будем искать просто рандомно ходить и искать, где пожрать. Надеюсь, мы не умрем с голода. Цветульки красивые. Чем мне нравится во Вьетнаме, у них везде все растет, красивенько. Вот, ребята, нормальные. Hello, good morning, bro. Мы нашли, короче, еду. Вот здесь поедим. И пойдем вот сюда вот. Вот сюда вот садиться. О, возле помойки. Вот такой у нас видок, вот такая у нас банмишка. Получилось, короче, не бане, а банми, в котором мясо закинули и яичницу. Ну, в принципе, то же самое практически. И черный кофе я взял. Там сахара поменьше, чтобы у меня прыщи не лезли. Вот такой у нас видок. Вот там люди ходят, что-то делают. Девчонки работают. Там люди отдыхают, кушают тоже. Вот. И я сижу, сейчас покушаю. Кофе с утра вообще не лицеприятная штука пить, но так как я уже более 90 минут бодрствую, то, я думаю, нормально зайдет, чтобы я хотя бы немножко взбодрился и быстренько дошел до куда мне надо. Вот, сейчас мы поедим, пойдем, точнее я поем и пойду в студию, закину туда вещи
Возможно, я еще порисую чуть-чуть, потому что до открытия проявочной пленочной, наверное, еще нужно будет пару часов подождать. И пойду занесу туда пленку, чтобы через пару дней уже забрать, либо забрать с собой сразу, либо попросить, чтобы они отослали мне в Ничанг почтой. Посмотрим, как пойдет. Вот. И сегодня я отдыхаю, скорее всего, приду потом в отель, буду спать. Может, вечером еще куда-нибудь вылезу поесть и все. Завтра уже будем делать каллиграфию классненькую. Вот. Mì nóng này, bánh mì đặc luộc đây, bánh mì nóng này. Парнишка внутри спит, отдыхает перед сменой. О, Макдак закрыли, кстати говоря. Негде будет теперь с утра хэш-браун кушать. Жалко. А вот, кстати, студия. Там нас ждет братан. Оп. Ну вот мы в студии. В студии пока еще никого нет. Студия называется Think Room. Тут недавно был ремонтик, я так понимаю. Что-то тут в лаке. Что-то тут с полом. Нужно будет спросить, насколько это можно это ходить или нельзя. Так, а тут недавно был, да, ремонтик. Вот тут инструменты, короче, лежат. Вот, и вот такая вот красота у нас. Офигеть. Ребята, короче, постоянно как-то улучшают, модернизируют свою студию. Прикольно очень выглядит все. Вот они тут решили, так сказать, декор такой небольшой на полу сделать. С тарелочками вот такими красивыми. Ну, в принципе, там всякие есть такие мини-детальки, например, вот в стене. Для саке, наверное, штучка. Вот такой вот видок классненький. Waiting room для татуиров. Тут можно покушать, почилить, отдохнуть. Вот такой видок крутой тут. Такой обрастающий урбанизм. Прекрасно, вот зеркало. Вот я. Туда-сюда. Так, и завтра уже будем что-то делать здесь. Ой, вот это вот крутая штучка. Блин. Прям как моя заколка. Ну. О, вообще сходится, да, классно? Пару часов порисую и потом пойду проявлять пленку. Потому что ребята открываются с 8, а сейчас где-то 5-10, 5 с копейками. Конь на волне. О. Вот так вот как-то. О. Конь на волне. Шикардос. Так, я сейчас сидел, смотрел видео, пересматривал, что там получилось, что не получилось. И обнаружил, что вы сидите и молчите, что у меня тут, блядь, салфетки приклеились. Что за фигня? Как вам доверять после такого, а? Такой концептик 1, 2 и вот такой 3. Уже 8:30, поэтому мы будем выпиливать все наши ненужные штуки. Пойдем пленку отнесем.
Любимая штука — нарубить кучу музыки, которые перекрещиваются друг с другом, и типа это нормально. Вот. Я, короче, взял клетку для удобства, потому что ей проще управлять. Ну, надел на телефон такую рамку. С ней проще ходить, проще управлять. Ну и из руки не выпадет. В принципе, она крепко держит телефончик. Я в ускоренном режиме все делаю. Вам, если что-то интересно, вы в комментах спросите, я вам напишу. Это вообще без проблем. Просто на данный момент у меня нету времени прям все вам показывать. Я показываю только то, где бываю по каким-то делам сейчас. Сейчас мы на пути к проявочной. Правда, мало таких студий, в принципе. В Хошимине, наверное, только и в Ханое есть. В Ничанге я такого не видал. Там вообще мало чего есть в Ничанге. И если сравнивать города, то Хошимин — это похоже вот на Москву больше. По движению, по тому, как тут все устроено. А Ханой больше похож на Петербург. Больше artistic style. Так, правильно ли я иду вообще? Вот стройка за мной. Куча людей, все что-то делают. Ну вот, буквально там прошло 3-2 часа. Тут уже такая движуха, что не протолкнуться даже пешеходу. А я попробую посмотреть, правильно ли я иду. Вообще, по идее, должен правильно идти. Но не уверен. Тут очень много всяких улочек, всяких разворотов, поворотов. Так что я пока посмотрю на это. Đem đi. Mình đem thuốc hết luôn. Như tôi nói, toàn đem thuốc lên. Ну вот мы, в общем-то, и пришли в нашу проявочную. Скину пленочку и пойдем дальше, обратно в студию.